Всем привет! Вот вам лайфхак по извлечению заглушки из масляной системы. Если честно, я сам был удивлен в эффективности этого способа. И поэтому я спешу поделиться им с вами. Заглушка эта стоит у меня в блоке двигателя V-образного. И как вы заметили, она имеет резьбу. Есть заглушки в масляной системе, которые просто выбиваются, а есть вот такие, которые имеют резьбу. И проблема была в чем? Одну, получается, заглушку у меня получилось извлечь, выкрутить, то есть без проблем, как вы видите, она осталась целая. А вторую никак не получалось выкрутить из-за того, что вот если ставить биту, заглушку, можно увидеть, что край биты заходит в заглушку, но совсем не намного, скажем так, где-то наполовину. И от того, что он входит наполовину, а не целиком, при откручивании этой заглушки у вас просто может повредиться вот эти вот грани, то есть слезаться. С другой стороны блока, то есть сейчас вот перед вашими глазами, есть еще одна заглушка, которую точно так же нужно извлечь. Я ее пытался выкрутить просто как бы вставив биту нужного размера, и пытаясь применить силу, я пытался ее выкрутить. В итоге я почувствовал, что грани стали плыть. Я понял, что эту заглушку просто так выкрутить не получится. Отступив от главной темы видеоролика, хочу вам сказать пару слов для того, чтобы ввести вас в курс дела. Вообще этот блок я собираюсь отдавать в ремонт. Можно было бы, конечно, попросить, чтобы мне извлекли эти заглушки на той фирме, где занимаются расточкой, шлифовкой, хонинговкой, опрессовкой блоков, вот это все, проверкой. Значит, я туда и позвонил. Спрашиваю, сколько стоит извлечь одну и вторую заглушку. Вторую я уже извлек. Получается, я просто не показал ее извлечение на видеокамеру, так как не знал, что этот способ будет эффективен. Вот, и, значит, мне сказали цену. Токарные услуги по одной заглушке стоят 80 белорусских рублей. Это равно где-то 25 долларам. Представляете, то есть здесь 25 долларов заплати, и там 25 долларов заплати. 50 долларов. Мне еще предложили способ с аргонной сваркой. Там способ этот будет дешевле цена. Но я там по определенным причинам побоялся прибегать к аргонной сварке. Во-первых, эта заглушка находится глубоко. То есть это еще как-то надо болт туда вставить, как-то что-то обвариться. Вот. В общем, я от этого способа отказался. А сейчас я покажу непосредственно, как я своими силами извлекал эту заглушку. Значит, кстати, по поводу заглушки, я не знаю, с какого она металла, но металл не сильно твердый. Смотрите, нам нужно подобрать сверла по диаметру, чтобы от меньшего к большему. Для того, чтобы сначала засверлиться тоненьким сверлом, постепенно увеличивая диаметр отверстия, пока диаметр отверстия не совпадет с гранями вот этой вот биты. В моем случае подошло сверло, последнее, которое я использовал, на 8. Да, для начала нам нужно накернить метку. Начнем с мелкого сверла. Берем следующее сверло по диаметру. Вот отверстие потихонечку увеличивается до нужного диаметра. Еще сверло беру. Далее нам понадобится надфиль для того, чтобы в круглом отверстии сделать грани. Для того, чтобы бита могла пройти туда внутрь полностью. Сейчас пока она еще не пролазит.
Все, она пошла. $160 белорусских, то есть $50 экономии на ровном месте. В данный момент в масляном канале находится стружка. Удалять я буду стружку с помощью самодельного керхера на 10 бар. Я взял баллон от огнетушителя, приварил тут ручку, подсоединил шланг, шаровый кран, залью туда воду и получается под давлением 10 бар все я повымываю. Перед вашими глазами сам масляный канал. Ничего там не повреждено. Резьба целая. В общем, все отлично. Для хейтеров и скептиков, чтобы утереть их мерзкий нос, покажу состояние резьбы с другой стороны. Я ничего здесь еще не продувал. Буду делать это уже в другой день. И канал не поврежден. И цилиндры не повреждены. Все отлично. А если у вас руки растут из одного места, ну тогда обращайтесь на фирмы какие-нибудь. Или еще куда-нибудь, просите соседа по гаражу, чтобы он вам помог. Ну вот, если у вас в гараже, например, нету сварочного аппарата, или вы вообще находитесь в деревне, где-то ремонтируете свой мотор, ну или вам просто, например, жалко отдавать такие деньги за токарные работы, а я напомню, $25 за одну штуку, а мне надо было их 3 выкрутить, да? Но одну получилось без сверления извлечь, а 2 остальных только за счет сверления, то я думаю, этот способ имеет право на жизнь. А сейчас для тех, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Все знают, что можно просверлить деталь под углом 90 градусов по отношению к просверливаемой детали. Но знаете ли вы, как можно просверлить на примере гайки отверстие под углом 45 градусов? Не прибегая к каким-то там токарным услугам, то есть у себя просто в гараже, имея сверло, дрель и смекалку, просверлить отверстие не только под 45 градусов, а под любой угол, который вам нужен. Напишите в комментариях свои мысли, предположения, как можно просверлить на примере гайки отверстие под углом 45 градусов, любым другим углом. А мне, в свою очередь, будет интересно почитать ваши размышления, что вы там вообще написали. Ну, а если вы вдруг не догадаетесь, как это сделать, позже у меня выйдет видеоролик, я вам покажу, как это можно сделать. Вот на примере, например, гайки. И покажу, более того, где этот способ можно применить. Не буду вас долго томить, скажу сразу. Этот лайфхак я применил при ремонте китайского домкрата. А что именно я сверлил и где, я сниму уже в следующем видеоролике. Ну а теперь все. Всем пока и до новых встреч.